Произошла эта история еще в прошлые советские времена, когда существовала такая исчезнувшая ныне профессия охотник-промысловик. Этот человек на совершенно законном основании нанимался на работу, чтобы добывать шкурки убитых животных. Конечно, не каких попало, а конкретных. Ему выделялась определенная территория для обхода, на соседней работал другой промысловик. Работнику ставился план сдачи, он должен был к сроку принести продукцию своего труда. При современных условиях разведения пушных зверьков на специальных фермах в привилегированном положении оказывается человек. В те далекие времена все было наоборот, люди шли на поклон матушке природе и с трудом получали добычу. Условия работы промысловиков были очень сложными, уходить в тайгу приходилось на несколько месяцев, без всякой связи, рассчитывая только на свои силы. Бывали случаи, погибали охотники от встречи с медведем, от внезапной болезни или травмы, когда не было сил добраться до людей. На сотни километров вокруг никаких человечьих жилищ, и здесь ты сам себе врач, кошевар, сапожник. За все приходилось принимать решение самому. Несмотря на огромные сложности, эту работу я любил и каждый год с нетерпением ждал начала промысла, когда можно покинуть многолюдный поселок и уйти в тайгу на 3-4 месяца. Нравилось мне ходить в первозданной тишине, слушать шорохи, ловить дальние звуки, любоваться таежной красотой. Все бы хорошо, но один минус в моей работе соседом по промысловому участку был крайне неприятный мужик Макар Степаныч. Отсидел он свой срок здесь же, в этих краях, семьи нет, родители померли в войну, и решил он остаться там, где сидел. Устроился на работу охотником. Дело даже не в том, что он бывший уголовник. В наших краях такого народа много, и среди них встречаются золотые ребята. Но этот Макар был, что называется, человеком с двойным дном. Была в нем какая-то непростая хитринка, а какая я сразу разгадать не мог. Часто общаться с Макаром Степанычем мне не приходилось, только по необходимости. В основном оформляли вместе рабочие документы, вместе закупали провизию. В целом для экспедиции он парень неразговорчивый и скрытный, а как такому довериться, если на сотни километров ближе него никого нет. Вот и думай-гадай, как быть с таким соседом. Вроде посмотришь на него человек как человек. Руки-ноги на месте, голова работает, лишнего не болтает, но глаза его мне совершенно не нравились. Посмотришь иногда на него исподволь, взгляд бегает, про таких говорят, зыркает по сторонам, где бы что стянуть. Нечестные у него глаза, на чужое зарится. Бывали случаи, в чужих хозяйствах пропадали вещи. Мужики предполагали, кто это ворует, но за руку поймать не могли. В этот раз я пытался в очередной раз наладить отношения с моим соседом в магазине, где мы закупали продукты перед отходом в тайгу. Ну что, Макар Степаныч, поспорим на оклад, кто больше соболей набьет. Ты-то хорошо стреляешь, не упустишь добычу. Мой собеседник посмотрел недоверчивым взглядом и с издевкой ответил, вроде как прикидываясь дурачком. Да что с тобой спорить? У тебя участок по реке идет, а там соболька водится больше, тебе и подфартит. А я так пробегаю. И столько злобы было в его ответе, что у меня мурашки побежали по коже. Я попытался обратить разговор в шутку, но Макар насмешек не прощает, даже в дружеском тоне. Снова сверкнув на меня глазами из-под лобья и играя желваками на скулах, он завязал мешок и вышел на улицу. На следующее утро я уже пошел промышлять соболька. Первые дни в тайге для меня всегда как праздник. В поселке снега почти нет, а здесь все плотно укрыто белой простыней. Толщины пока нет, но следы уже видны. Первые дни самые суетливые и хлопотные. Нужно много сделать, расставить ловушки, разложить прикорм соболю. Я любил на зверьков самоловом охотиться. Это когда не нужно стрелять в соболя, его шкурка остается целой.
Иногда приходилось проявлять невиданную точность и стрелять в глаз. Мой сосед только подстреливал соболей другим способом. Видимо, он не умел Время шло вперед. Новый год я встретил в охотничьей заимке под свист метели и завывание волков. Так и проходили мои одинокие ночи. С Макаром я столкнулся всего один раз, и то случайно. Он, видимо, всячески избегал меня, но тут получилась неожиданная встреча. Я обходил дальние ловушки и зашел к роднику за водой. Родник протекал в небольшом овражке. Пока я, согнувшись, набирал воду, меня из овражка не было видно. Сосед в это время тоже шел за водой, и когда я разогнулся, прятаться от меня было уже поздно. Пришлось ему подойти ко мне. «Здравствуй, Макар Степаныч. Как охота? Много ли набил соболя? Да какая там охота? Так чепуха одна. План не сделаю». Он всегда так в разговоре занижал, уменьшал собственные трофеи. Зачем он это делал, я так и не смог догадаться. Обычно суеверные охотники так боятся с глазу и специально не хвалятся пойманным. Макар не был суеверным, однако скрывал всегда, сколько набил соболей. Долго разбираться в особенностях моего соседа не было желания, работа ждала. Однажды, спустя несколько дней после той встречи у родника, пошел я поутру обходить расставленные ловушки и обнаружил около одной из них тигренка, вытаскивающего приманку. Ловушка рассчитана на маленького зверька, удержать тигренка она не смогла и вреда ему не причинила. Откуда здесь взялся голодный тигренок, который решил полакомиться приманкой из соболиной ловушки? Тигрицы очень ответственные матери, они не отпускают своих детенышей одних бродить далеко. У меня на плече висело лишь мелкокалиберное ружье. Если здесь сейчас появится тигрица, то это оружие меня не спасет. Оглядевшись по сторонам, я не нашел ни следов матери тигренка, ни ее самой. А желтоглазый полосатик смотрел на меня прямым взглядом и будто спрашивал, как мне дальше жить. В жизни тигренка что-то произошло. Просто так малыш не пришел бы к приманке, где пахнет человеком. Мать его не ищет. В тайге один он погибнет от голода и холода. Придется забрать его на заимку, размышлял я и положил детеныша в мешок, хоть и сделать это было ой как непросто. Хоть было рано возвращаться домой, но что поделаешь, не бродить же с тигренком за спиной. Вечером я отправился на поиски тигрицы. Должна же она где-нибудь существовать в тайге. По следам найти можно. Не хвастаясь, могу уверенно заявить, что читать следы было моим любимым занятием с малолетства. Где какая птица или зверь прошли, кто с кем дрался на снегу, от кого перышки или шерстка осталась. Следы тигрицы я обнаружил почти сразу, недалеко от того места, где встретил моего маленького питомца. Цепочка ее лап на снегу вывела меня к участку Макара Степаныча, и тут начала разыгрываться трагедия. Судя по следам, за крупным хищником бежал человек. Он преследовал тигрицу долго, а мать-тигрица уводила человека подальше от своего лежбища с детенышем. Тогда Макар выстрелил, отчего на снегу осталось пороховое пятно. Зачем он стрелял в тигрицу, мне было непонятно. У него не было разрешения на отстрел тигров. Возможно, у преступника был особый заказ на это животное. Промысловый сезон завершился, все вернулись в поселок, кроме меня. Я решил задержаться из-за тигренка. Он не до конца набрался сил. Пусть подрастет как следует, уйдет в тайгу. А потом уж и я домой отправлюсь, решил я и остался до лета. В середине июля нужно было сдавать мех. Я загрузил рюкзак добычей, снегоход и зимнее снаряжение оставил на заимке. Не принято в тайге запирать на ключ, да и от кого. Чужих там нет. Но оказалось, есть чужие, которые хуже, чем свои. Как же я потом жалел, что так опрометчиво доверял всем. Выйдя из тайги, встретил я в поселке Макара.
Тот, на удивление, со мной вдруг такой разговорчивый и все выспрашивает про то, что у меня осталось на заимке и когда я снова туда наведаюсь. Мне бы сразу догадаться, почему он такие вопросы задает. Но я так устал в тот день, да, и дел было много, не до этого. Через несколько дней пошел по поселку слух, пропал Макар Степаныч. Нигде его не видели и где искать не знают. А когда его полузамерзшего, чуть живого достали из реки, на него было страшно смотреть. Все лицо, руки в ссадинах и синяках. Мужчина жаловался на страшные раны на спине. Когда его раздели и осмотрели, это были уже воспалившиеся от загрязнения глубокие царапины, кое-где с нагноением. Я приехал на заимку отбуксировать зимнюю экипировку, но то, что я увидел, поразило меня. Весь мой скарб был перевернут. Все металлическое и то, что можно сдать как вторсырье, было сложено в кучу под сосной. Снегоход преступник собирался отдельно перевозить. Не побрезговал вор даже стеклянными банками и стареньким доподобным радиоприемником. Навстречу мне выбежал подросший тигренок и, благодушно урча, стал рассказывать мне здешние новости. Я сопоставил ранение выловленного из реки Макара и погром на моей заимке. Смог представить себе картину преступления. Жаль, что мой молчаливый питомец не умеет говорить. Узнав о моем уходе с заимки, сосед решил покопаться в моем хозяйстве и прибрать к себе все, что понравится. Степан пришел к сторожке открыто, ведь он не предполагал, что дом под надежной охраной. Порывшись во дворе, сложив имущество в кучу, он решил проникнуть в дом. Как только он взялся за ручку двери, на него с крыши спрыгнул тигр-подросток и повис когтями на коже спины. От дикой боли воришка рванул в сторону реки, видимо, ему было все равно, куда бежать, лишь бы не стоять на месте. Дальнейшую картину восстановить сложно. Может, преступник решил кататься по земле, чтобы сбить с себя дикую кошку и свалился в реку. Может, сценарий был другой, неизвестно. Макар об этом молчит. Следователю он рассказал лишь о попытке кражи. После этой истории я точно был уверен, что мой питомец готов ко взрослой жизни. Мы попрощались с ним. Он ушел в тайгу, но приходил иногда ко мне просто в гости по старой памяти.